everything in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. Привет, друзья! Угадайте, где я нахожусь? В самом холодном месте Андалусии. Тут даже есть лед и снег. Ну что, поехали узнаем? Смотрите до конца и увидите много красоты. Андалусия расположена просто идеально. 2 часа езды, и ты на Атлантическом океане. В другую сторону 2 часа езды, и ты увидишь настоящий снег в самом южном горнолыжном курорте Европы – Сьерра-Невада, который так и переводится «снежная цепь», меньше 200 километров от Малаги. Мы посетили Сьерра-Неваду в будний день в декабре, перед Рождеством, поэтому даже застали пустые парковочные места и встретили белку. Ну а если вы едете в высокий сезон, то вам обязательно придется воспользоваться подземной парковкой. Хоть цены и указаны на 19-20 год, но на самом деле они действовали в конце 21-го. То есть, думаю, и на эту зиму ничего не изменилось. Мы пробыли тут чуть больше 4 часов. Вот видите, вышло 8,35 евро за это время. И сейчас я вам покажу, что мы успели увидеть. Кстати, автомат не выдает никакую карточку, и при выезде с парковки автоматически определяется номер машины. Видите, в декабре снега не очень много. Хотя горы, где люди катаются на сноуборде и лыжах, там снега побольше, но часто он искусственный, потому что у нас не было дождей. Но тут вообще классная атмосфера. Это, как я бы сравнила, есть такое место на побережье океанском Кадиса, Вальдебакерос, где есть серфингисты, и здесь такое же, только для тех, кто любит снег. Музыка, лаунж, вообще супер. You know I can't control. I hate you, although you give me all the reasons why I found my soul. Здесь даже можно выпить горячий глинтвейн. Это такая редкость для Испании, если бы вы знали. You're my anxiety. I don't want you, you don't need me. В Сьерра-Неваде есть школа для новичков, Белый медведь. Также можно арендовать оборудование, а также можно его и купить. Причем не только в специализированных магазинах, а также и на таких развалах продают перчатки, шапки, очки, все, что нужно для зимнего вида спорта. Я очень удивилась встретить негров на Сьерра-Неваде. Если у нас на побережье они продают все для пляжа, летние кроссовки, сумки, то там они перешли на зимний ассортимент. Прекрасно приспосабливаются. Курорт Сьерра-Невада находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. И он приобрел известность с 1996 года, когда тут начали проходить международные соревнования. Для любителей горных лыж и сноубордов здесь есть 131 трек для катания, причем из них 19 трасс отмечены зеленым, то есть они для новичков. Синие трассы для тех, кто имеет средний опыт, красные для опытных и 7 черных трасс для мастеров. Также есть возможность покататься ночью, представляю, как это красиво. Но для тех, как я, кто не умеет кататься ни на лыжах, ни на сноуборде, есть также парк Мирло Бланко, где вы можете отдохнуть всей семьей, прокатившись на горках, санях, табаганах. И испанцы все называют русским. Тринео Руссо – это русские сани, Монтанья Руссо – русская горка. Как я уже говорила в одном видео, посмотрите, ссылка вверху. Какой плюс у этого курорта? Тут вы не замерзнете. Меньше -2 не опускается, а чаще вообще температура выше 0. Вот мы были в конце декабря и было +6. Мы оделись как на север, и нам было даже жарко. А я снег не видела целых 4 года, поэтому была рада поиграть в снежки, да просто по нему походить. Я человек, который не искушен в горнолыжных курортах, была только в Сочи, в Роза Хутор и вот здесь, в Сьерра-Неваде. И если сравнить эти два курорта чисто внешне, не смотрим мы на трассы, то мне Роза Хутор кажется более симпатичным и уютным. А вам как? Напишите в комментарии. Может быть, вам вообще в других странах, например, Австрия, Италия или еще где вам нравится. В Сьерра-Неваде есть 2 типа фуникулеров. Первый тип – это тот, который вас поднимает к отелям, потому что все они тут находятся на горе. Подниматься, спускаться достаточно долго. И второй тип фуникулеров – это который вас поднимает в горы для катания. Также, конечно, можно просто подняться и погулять без всяких лыж,
Мы узнавали, и стоит этот подъем и спуск один раз 20 евро. У нас просто уже не было времени, и мы решили, что в следующий раз поднимемся. А чтобы узнать цены на все виды скипасов или другие активности, то заходите на сайт sierranevada.es. И вот я привела примеры, сколько стоит скипас в январе-феврале и в марте. Конечно, в марте уже низкий сезон и цены дешевле. И билеты можно купить как онлайн, так и в кассах за вот этим синим забором. В выходные тут большие очереди, а вот сейчас пусто. Несмотря на то, что мы не катались, но я успела проникнуться атмосферой этого курорта. И если вы думаете, ехать или нет, то однозначно стоит посетить это место хотя бы один раз. Но если вы любите кататься, то обязательно. И еще, когда лучше выбрать лучшее время для поездки, это, конечно же, не декабрь. Обычно лучше вторая половина января, февраль. В начале января очень много народу на праздники. И к февралю как раз выпадает снег, горы все белые. Я уже видела фотки, что сейчас Сьерра-Невада снежная и очень красивая. Ну а мне по закону подлости не удалось насладиться прекрасным видом на горы с первого раза. Но со второго раза я нашла правильный стул и красивый вид. И это стоило того. Тут, мне кажется, можно зависать часами. А еще встретила большого доброго пса. Мне кажется, его даже воры не боятся. Он просто душка. Кстати, существует альтернатива фуникулеру, и можете вот по такой длиннющей лестнице подниматься в отеле или в кафешке. И вот еще одна. И таких лестниц много. Если вы так не устанете каждый день в течение недели, то накачаете себе пятую точку. И обязательно полюбуйтесь на горы с разных смотровых площадок. Ведь горы Сьерра-Невада – это самые высокие горы в Испании. И самый высокий пик Мулясен имеет высоту 3478 метров. А вы себя к кому относите? К лыжнику или сноубордисту? Помните, как в фильме «Елки» был вечный спор? Я вот ни к тому, ни к другому. Предпочитаю кататься на коньках. Или на санях. А после активного отдыха я вам советую заглянуть вот в это кафе «Ля Анторча». Нам здесь безумно понравилось. Очень вкусное мясо и вообще, в принципе, все вкусное. Только обратите внимание, что в меню они указывают цены без НДС. То есть счет у вас будет чуть больше, чем написано в меню. На самом деле, по закону Испании такого быть не должно. Цены без НДС обычно указывают только в магазинах для оптовиков. Но здесь так. Уже после того, как мы вернулись из Сьерра-Невады, я узнала, что там есть и обычные беговые лыжи. Конечно, хотелось бы на них попробовать. На горных я все-таки боюсь. Не очень я рисковый человек. Но Сьерра-Неваду можно посещать не только зимой, но и летом, весной, когда нет снега, огромное количество пеших маршрутов. Это огромнейший природный парк, и на выезде с него на спуске мы увидели красивое водохранилище. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А для тех, кто мечтает увидеть Сьерра-Неваду, пусть ваша мечта сбудется. И до встречи в следующем выпуске. Адиос, пока!